Приехал я в Смоленск вчера вечером. Чуть-чуть прогулялся вот здесь, но не видел этого кресла. Такое забавное кресло здесь. Смотрите. Буду сейчас плясать. О, красота. Как-то у меня обхватывает прямо, но не нежно так. Очень мощные, крепкие ладони. Ладно. Погуляем по Смоленску. Даже начинает погода. Немножко солнышко, а то я думал совсем будет все пасмурно. Вот такой вот бульвар в Петербурге. Я и не припоминаю таких. У нас между домами полосы зеленые, они просто деревья и грунтовые дорожки, и все. Либо это уже полноценная улица с дорогами. А вот такие прогулочные нетипично для нас. А здесь присутствует. Не знаю, насколько это типично. Но прям вот недалеко от моей гостиницы такая зона. Ясно, мы через нее направимся прямо в центр. Там поснимаем побольше. Продолжение пешеходной зоны. Появилась дорожка посередине и куда-то туда вдаль убегает. Но это как раз идем в направлении центра. Прогулка должна занять, по моим расчетам, часа 3. Мы начинаем уже какие-то центральные части ходить. Это Громовая башня. Известна также как Круглая, Топинская и Тупинская. Одна из самых красивых башен Смоленской крепостной стены. Возведенная зодчим Федором Конем. Кстати, к нему вот там, по-моему, памятник видим. Подойдем тоже сейчас поближе. Топинская была название, потому что перед башней была топь. Тупинская — это потому что в этом месте образуется тупой угол крепостной стены. Вот, а Громовая, в крышу башни иногда попадали молнии. Кроме того, верхний ярус башни имеет отличную акустику. Башня неоднократно перестраивалась. А вот и зодчий, который эту башню возвел, Федор Конь. Коня-то при нем нету. Так что, Федор, где ты потерял своего коня? Но зодчий ты классный. Молодец, мужик. Уважаю. Кто что-то такое проектирует, строит. Тем более в те древние времена. Спроектировать, придумать все это. Без компьютеров, без SolidWorks. Проходим мимо крепостной стены. А дальше у нас будет администрация города. И за ней сад Бланье. В черте города местность Бланье оказалась в XVI веке. А сад был официально заложен в 1830 году. В это время ровную площадку стен Смоленской крепости, использующую как плацдарм для муштрых солдат, указанный император Николай I, стали переоборудовать под сад. Руководил строительством тогдашний губернатор Смоленщины Николай Иванович Хмельницкий. А в 1885 году здесь был торжественно открыт памятник композитору Глинке. Муралы, мемориалы. Вот уже видим уголок сада. Ой, какие-то там шатры интересные. Посмотрим, что это такое. Кафешечка с шатерками. О, моноколесо. Шутка. Одноколесный велосипед. Вот ты, с кого началась моноколесная движуха. Да, если что, я катаюсь на моноколесе. Правда, уже год как продал. Но до этого 5 лет катался на моноколесах. Отличная, кстати, штука. Многие, ну, точнее, наверное, почти все, кто не катался, не понимают, что это такое. Свой опыт расскажу. Моноколеса — это классная штука для города, просто великолепная. Я его воспринимаю как подскок. Вот, сейчас популярно движение там сделать мощные большие колеса, как мотоцикл. Это, ну, не мое, так скажем, поэтому про это я вообще не буду говорить. А вот как колесо, которое небольшое, удобное, в районе ездить, в районе десятка километров, оно просто самый быстрый, самый удобный транспорт. Скачал, доехал. Да, оно очень проходимое, оно очень устойчивое, когда на нем научился кататься.
маневренное, на нем можно быстро затормозить, и в этом смысле, кто научился уже кататься на моноколесе, он, значит, умеет, он потратил время, в отличие от самокатчиков, которые просто скачали и едут. А те, кто умеет ездить на моноколесах, соответственно, он может быстро остановиться, быстро обвернуть кого-то. Это, я бы даже сказал, более безопасно, чем велосипедисты, и уж тем более самокатчики, но на тротуарах. Поэтому не бойтесь моноколесников. Ну и сами пробуйте. Но, правда, тут кому как везет. Кто-то за час встает на моноколесо, кто-то за неделю. Это, наверное, от какого-то предыдущего опыта. Аллея в честь Глинки. А вот и памятник, кстати, ему. Так что не бойтесь моноколесников. Это классный вид транспорта. Можете сами попробовать. Не дешево, правда, вход в эту тему. Даже подскоковое моноколесо стоит около 100 тысяч. А эти гоночные, они вообще там по 300 тысяч стоят. Глинка. Конечно же, узнаете вы, как меня мучили на муз-литературе. И ничего не осталось в голове. Учился я в музыкальной школе по классу аккордеона. Один из классов — это муз-литература, на которой, собственно говоря, всех этих композиторов проходили, их изучали историю. Как мне было тогда это все скучно. Вот даже своего сына я не отдал в музыкальную школу, ну, потому что, на мой взгляд, я видел, что ему также вот такие вещи всякие неинтересны, и поэтому просто взял преподавателя. Ему, какой лень. Ну, понятно, что ему будут натирать всякие места. Надеюсь на большие, я понял, надеюсь на большие богатства. Ну, чувствуется сейчас сразу дядя $1 000 000 резко поет. Зайдет за угол, а там чемодан с деньгами. Вот, пошли деньги натирать, денежки. Так, а тут еще смотрите, какие львы у нас. Прямо привет из Петербурга. У нас вашего брата много. Ты куда? Тоже из Петербурга сюда прибежал? Скульптура оленя. Творение немецкого анималиста Рихарда Фриза. Первоначально установленное в Рементенской пуще и перемещенное после Великой Отечественной войны в Смоленский сад. Болонье. Сюда вот переместили его. В Рементенской пуще этот кайзер Вильгельм II подстрелил оленя с удивительными витиеватыми рогами. Охотничий трофей настолько понравился императору, что он решил увековечить его в бронзе. Для этого был приглашен известный в то время скульптор, анималист Рихард Фриза. В 1910-м у часовни Святого Хуберта на невысоком постаменте была установлена скульптура. Получившийся бронзовый олень оказался примерно в 1,5 раза больше оригинала. Один оленей рог весит 200 килограмм. Вот видите, я подхожу, когда к нему вплотную, сейчас со своим ростом сфотографирую, сниму, как он по отношению ко мне. А еще табличка установлена, что вот, видите, олень сделан. В 1945 году на боку трофея все еще можно было прочитать надпись белой краской «Подарок из Восточной Пруссии детям Смоленска от гвардейцев Энского корпуса». Да, у смолян сложилась традиция до привлечения удачи тереть ему гениталии, извиняюсь. Ну да, труд, вон вижу. По сравнению со мной какой. Рог 200-килограммовый. Носик я тереть не буду, просто потрогаю. Но за яйца я тебя точно хватать не буду. Бачок такой классный, холодненький, металлический. Пойдем дальше погуляем. Выходим из сада. Там у нас театр. Театр государственный, Смоленский театр драматический имени Грибоедова.
Дальше. Дальше, конечно же, площадь Ленина. Смоленский планетарий имени Гагарина. Небольшой, но симпатичный. Обожаю планетарии. Врата в космос, врата в бесконечную вселенную. Я снял из-за забора, да, потому что с другой стороны зашел. Рядом тут какой-то храм, даже не знаю какой. А дальше кусочек покажу. Мостовой, дореволюционный. Вот он начинается. Прямо асфальт заканчивается. И начинается кусочек мостовой, выложенный камнем. Хорошо сохранившийся. Знаете, раньше по таким люди ходили. Это как по такому ездить? Я не знаю. Даже с современными амортизаторами растрясет все внутренности. А раньше, не знаю, только пешком ходить. Вот интересно, лошадкам как тоже по такому. На своих подковах они по такой булыжной мостовой скользить должны на этих булыжниках, что ли. В моем представлении тоже металл. Я бы такое. Интересно. Классическое расхожее выражение. Цокот лошадиных копыт по мостовой. Из кирпича ровненькую такую. А если вот такая? Или такую прокладывали только для пеших прогулок? Князь Владимир. Смоленская крепостная стена. Тут, ох, какая тоже высокая, основательная. Сцены строили. И Смоленская набережная с видами на реку Днепр. Вот такие виды у нас на реку Днепр. Соборная гора, на ней возвышается Свято-Успенский кафедральный собор. Смоленская крепостная стена, зодчий также Федор Конь. Имела 38 башен. Протяженность 6,5 километров. Высота 10-12 метров. Шириной до 6 метров. Собор кафедральный поближе. Поднимаемся по улочке от собора и вверх, вверх, вверх. Это я вон на скутере ездил, а теперь пешком по таким улицам хожу. А, собственно говоря, по этой улице, наверное, и ехал. Еще немного красивых видов на крепостные стены. Много ремонта. Как-то я встречаю, да. Много ремонта. Много ремонтируется всяких строений. И большая площадь. Скульптуры. Выпуклости и вогнутости. Кот Смоленский. Смоленский. Котофеич. Еще какие-то камни, высеченные дамы. О, шепчутся ребятишки. Какой-то они купели, что ли, сидят. Точно в купели сидят, моются и шепчутся. Мама с ребеночком. Выезжаю из Смоленска через Брянск в Орел. О как! Заяц и волк. Известная сценка была. Там еще песня была. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Это у нас песняры, по-моему. По полю на комбайне гонял. Но на этом тоже был. А потом сам от него убегал волк. Что это у нас? Дядя держит
камень. На Сизифа не похож, который в гору тащил камень. Что же это за дядя такой? Ничего себе. Это реально настоящий камень. Слушайте. Это реально настоящий камень. Ха-ха. Даже что за конструкция такая, чтобы она удерживала это все. Мне даже немножко страшно. На ногу не упадет, если рядом встать. Да, чувствуется, держится как-то. Продумано. Технический гений. Паровой каток. Модель 1873 года. А это у нас город Рославль. Такой паровой каток. Какой-то на ютубе видосики видел, где они прям двигаются. В Америке есть такие движухи, они катаются на паровых машинах старых. И вот такие тоже. Здорово. Мираж. Живьем увидеть интересно. Так, посмотрим еще тут, смотрите, паровоз какой-то. В честь 50-летия Рославский ДСНК 17 апреля 23 года. Станционный смотритель держит фонарь. Ой, какой маленький паровозик. Маленький паровозик. Вот. Это мой рост. Вот так вот, наверное, где-то. Да. В натуральную величину станционный смотреть. Да, прям в натуральную. Все такое маленькое. Оно сколько леечка такая. Еду через Брянск до города Орел. Два колеса меня несут мимо полей, кустов и рощ. Что ждет меня, пока не знаю, но верю твердо, сказка. Сейчас увидим, что нас ждет. Где-то из Смоленска. В бескрайних полях. Что совсем бескрайних, но больших полях. Остановился передохнуть, выпить молочка. Товарищи, я попал в сказку. Прошепчи желание, и оно сбудется. Молодильные яблочки. Ам-ам-ам-ам-ам. Съем и буду молодой. Крыс стережет молодые яблочки. Молодильные. Это кот. Кот. То есть понять, что это за кот. Из какой сказки у нас такой кот. Вроде не на цепи. Это какие-то мудрецы читают волшебные сказки. О, из древа выходит. И сова на нем. Девушки какие-то. Гномики, здравствуйте. Здравствуй, гномик. Девица, красавица. У нас своя есть. Девица, красавица. Не будем на чужих девиц, красавиц осматриваться. Только так. В чисто эстетических целях. Так. Значит, скутер здесь, на котором мы приехали. Тарон. На троне можно посидеть, судя по всему. Почувствовать себя королем.
Что творится в нашем царстве, государстве? Что нужно поменять? Давайте все строить. Дороги, во-первых, к тридевятому царству могут построить. Не дело. Где вымощенная камнем дорога? Почему грунтовка идет в царство такое прекрасное? Вообще неожиданное расположение. Сделали просто на участке, представляете? Взят участок, и на нем сделано вот это все. Так, цель поддержания и развития парка приму в дар. Режим работы с пятницы, субботы, воскресенье с 10 до 18, если никого нет, звоните. Сегодня не работают. Интересно. У вас только небольшими промежутками, у нас это более постоянно. Хотя вот июль был жаркий у нас на самом деле. Погода, не пить надо, а не пить не лепить. Ну, блядь, спину сорвал, отаскал, думаю, побыстрее, быстрее, знаешь, поезд быстрее. У вас просто такая какая-то восхитительнейшая красота. А это вы, да, что-то делаете, да? А как вам пришло на ум такое все это делать? А как пришло на ум такое как волшебство делать? Ну как, да нет, еще с советских времен, там лепили только девочку с веслом, помнишь, там были какие-то олени, ну у нас как бы в сказке. Зайдешь туда, там включи свет, в избушке, там тоже интересно. Это просто что-то волшебное такое. Какая сказка. Там интересно. Какая сказка. Да тут все интересно, если честно. Зайди туда, только свет включи там, да, с левой стороны. Там, О, избушка, повернись ко мне передом. Внимание, время движения, дальше не заходить. Она убежит, избушка. А вдруг там меня сейчас зажарят? Нет? О. Как она скрипит качественно. Как положено. Это специально сделано, чтобы так скрипело. Выключатели вверх. А? Выключатели вверх. Выключатель. Все, вижу. Я понял, небо. Небо. Подсвеченное. Включил. А то не видно. Вот так. Избушка. С современным диванчиком, а так все как положено, аутентично. Мебель старинная. Сова. И как у нас скрипит. Прямо так и кажется, что сейчас баба-ёшка будет ждать тебя. Печки не хватает. Ой, она движется. Спасите. Все. Убегаем. Вон баба-ёшка. Баба-ёшка, ты куда это меня? Отправила в путешествие. Понятно, смотри, как здорово. Мы сейчас повернемся кругом, и можно все это заснять. Так, здесь у нас водяной, судя по всему, спрятался в колодце. Я водяной, никто не водится со мной. Мои подружки. Смотрите, видите, движемся. Пока я был это все сейчас так становится и к водяному. А вам к водяному, товарищи. Это из мультика, я знаю, «Тридевятое царство», как его там звали, который и так сойдет. Да. Ой, там даже кто у нас? Ой, не чужой, этот хищник в Газли. Неожиданно добавлен антураж. А это эти двое удальца из ларца. Два удальца из ларца, вот, все. Там у нас вдали Татошка должен быть где-то. В общем, Железный человек, Лев, Страшила, Элли.
Татошки не вижу. Где Татошка? Правда, нас встретил вначале собачонка хозяина белая. Может быть, она играет роль Татошки. И с ними дядька Чернобур. Вросшая голова. У нас в Петербурге есть вросшая голова. Настоящая в камне тоже. Ну, тоже живет человек в сказке. Даже не верится, что человек вот так вот посвятил и сделал эту всю красоту. Просто у себя на участке. Тебя пофоткать где-нибудь? А? А? Тебя пофоткать? Меня? Ну да, можно Давай сделать. сфоткаю. Здесь на избушке. Сейчас. Змей Горыныч-то живой. Поджарит кого угодно. Да, впечатляет. Злато охраняет. Страшно. Какое злато. Ой, как страшно. Мне кажется, что поджарит. Даже такой страшный. Представляете, если настоящим было. Что-то я начинаю представлять себе, как было страшно богатырям сражаться со змеем. Так, туда не пойдешь, в сказку попадешь. Так, поближе еще, которых не заметили бабаёшку. А, какая бабаёшка, веселая. Где-то тут русалка на ветвях сидит. А, вон она спряталась. Смотри, русалка. Только сзади. Ой, когда мы и сзади на нее смотрим. Русалочка. Ой, дождик только. Смотри, какая система тут. Ой. А, вот она где вращается. В самом низу. А, это избушка. С иллюминацией. Так. Где ты там, русалочка? О, какая роскошная русалочка у нас. Возле прудика. Увидели? Поближе просто. Так. Отсюда их видно получше. Двое из ларца. Там стрельцы охраняют. Любовь, мир. Основа всей жизни. Хищник. Привет, Элли Страшила. Человек, лев. Так. У нас тут 3 медведя. 4 медведя. Что-то они с лошадкой договариваются. О, бременские музыканты. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не заменит никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ну, как подходит песенка для нас, для мотоциклистов. Так. Тут вот царь-царевич. О, там еще избушка. Даже туалет в виде избушки. Смотрите, как весело. И тут у нас герои такие в носу ковыряются. А что у него там написано? Пора. На часах написано пора. Пора. О, какая модная старушка. О, кот. По-моему, похож на чеширского кота до того, как у него исчезло туловище. Еще не успел заснуть. Видите, банк. Казна государева. 1 миллион рублей.
Ну ладно, все. Скульптуры оказались все из бетона. Все из бетона на каркасе. Все, что там показано. Никаких других материалов. Даже избушка, та тоже там сплошной бетон, каркас. 12 лет делают. Сегодняшнее мое жилище в Орле. Апартаменты. Какая-то кухня. Постирать можно, наверное. Wi-Fi есть. Я уже подключился. И спальня. Спать. И скутер вот в окне уже стоит прикрытый. Сегодня был день, конечно, такой холодно, дождливо. В поездке несколько раз одевал дождевик. Вот. Два раза пережидал довольно сильный дождь, но благо здесь они все быстро заканчиваются относительно. Вот. Один раз на остановке, и там хлебушка с молочком съел заодно. Потом видео, где сказка. Пока сказку смотрел, дождик начался, и потом он перешел в сильный. Меня пустили в мастерскую, где они делают скульптуры. По плану у меня завтра сразу с утра выдвинуться, чтобы уже утром выезжаешь, вот к обеду куда-то приезжаешь, как раз вот по обеду пошел спокойно погулял по местности. Ну или если в пути даже немножко задержаться, есть возможность тогда в пути немножко задержаться, что-то посмотреть, но все равно приехать в город, ну, не совсем поздно. А так что еще можно прогуляться, опять же, все равно. Вот Орел, пока вот проехал через него, вот непосредственно, где я остановился, дом такой, немножко такое заброшенное, не знаю, как сказать, захолустное, но оно буквально в шаге от каких-то довольно красивых старых зданий. Сейчас пойду, наверное, прогуляюсь, посмотрю. Ну, просто интересно, как этот Super Night будет выглядеть потом. Город Орел. Поздний вечер. Удалось выбраться только совсем поздно. И прогуляюсь немножко, прогуливаюсь. Уже сейчас пойду обратно в свое захолустье. В этот раз апартаменты просто в каком-то гетто. Ужас.